Так, подготовили пряжу такого цвета, которым вы будете вязать кепочку. У меня такая темная серая пряжа. И вот такую кепочку мы сейчас с вами свяжем. Каждый под свою пряжу подбирайте крючок, каким вам будет удобнее вязать. Так, ну я примерно оставлю кончик подлиннее, чтобы его прятать было удобнее. И набираем 42 воздушные петли. 1, 2, 3. Набрали 42 воздушные петельки. И теперь замыкаем в круг. И смотрим, чтобы цепочка нигде не перекрутилась, чтобы была ровненько. И замыкаем. Замыкаем соединительным столбиком таким. Делаем воздушную петлю подъема. Кепочку мы вяжем по кругу, не по спирали. Это значит, что мы каждый раз при вязании нового ряда мы делаем воздушную петлю подъема. И ряд мы замыкаем вот соединительным столбиком. Так. И снова же в эту петельку, в которую мы соединяли, с нее мы и начнем вязать. Провязываем 42 столбика по кругу. Провязали первый ряд и вот так замыкаем снова в круг соединительным столбиком, провязываем воздушную петлю подъема и дальше второй ряд снова вяжем 42 столбика по кругу. Провязали второй ряд, снова замыкаем в круг. И дальше мы будем вязать двойным столбиком без накида. Делаем воздушную петлю одну. В эту же петельку, куда соединяли. Кто не знает, как вяжется столбик, да? Вытаскиваем петельку. И так как обычный столбик мы всегда протягиваем через 2 петли, вот так, да? То в этом столбике мы провязали вот половинку как бы столбика, и потом еще раз захватываем петельку и пропускаем ее через 2 петли. Вот это как бы двойной такой столбик без накида. Еще раз. 1. Вытащили петельку. Еще раз вытащили петельку через одну. И теперь уже закрываем 2 петли на крючке. И так мы вяжем 2 столбика прибавка. Повторяем так 14 раз. Ну вот такие двойные полустолбики. Провязали третий ряд. В ряду у нас 56 столбиков. Замыкаем ряд соединительным столбиком. Делаем воздушную петлю подъема. И такую послабже делаем, чтобы не затягивать сильно, слабенькую. И дальше вяжем четвертый ряд, 56 двойных столбиков без накида.
Так, провязали 4-й ряд, снова все замкнули в круг. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем 2 двойных столбика, убавка. Убавка тоже двойным столбиком. 2 столбика, убавка. Так, провязываем в ряду 2 столбика, убавка. Повторяем так 14 раз. В ряду у нас получится 42 столбика. Вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 5 столбиков, убавка. Повторяем 6 раз. Так же само двойные столбики. 3, 4, 5 и убавка. В ряду у нас должно получиться 36 столбиков. 7-й ряд провязываем 4 столбика, убавка. Также само вяжем двойными столбиками. 2, 3, убавка. Повторяем так 6 раз. 4 столбика, убавка. В ряду должно получиться 30 столбиков. 8-й ряд. 3, так, опять воздушная петля подъема. 3 столбика двойных, убавка. И так повторяем 6 раз. В ряду у нас будет 24 столбика. Вяжем 9-й ряд. В 9-м ряду провязываем 2 столбика двойных, убавка. Так повторяем 6 раз. В ряду будет 18 столбиков. Так, провязали 9-й ряд. Дальше мы вяжем обычными столбиками, уже не двойными, столбиками без накида. 1 воздушная петля подъема, 1 столбик, убавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас будет 12 столбиков. 11-й ряд, петля подъема, и провязываем 6 убавок. В ряду у нас будет 6 столбиков. Так, ниточку закрепляем, обрезаем, оставив длинный конец для того, чтобы немножко потом соберем здесь петельки и затянем отверстие. Вот такой беретик у нас уже получается. Так, вяжем козырек для нашей кепочки. Здесь у нас вот замыкался ряд. Примерно делим визуально на 3 части. Да, вот так, вот так. Кепочку. И будем отсюда начинать вязать козырек, чтобы у нас стык ряда был сзади и особо в глаза не бросался. Так, крепим ниточку. И провязываем 2 столбика. 1, 2. Дальше прибавка из полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем прибавку.
прибавка из столбиков, полустолбиков с накидом. Дальше 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 прибавки столбиками с накидом. 1, 2, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Прибавка из полустолбика с накидом. 2 столбика обычные без накида. 1, 2 и соединительный столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставив кончик, чтобы спрятать. И вот такой козырек у нас получился. Так, прячем ниточки, все, которые нам не нужны, кроме этой. Так, я все ниточки запрятала, кроме этой. Теперь буду стягивать отверстие. За передние полупетли, вот так, где через столбик, где в каждый столбик, продеваю ниточку и потом просто затягиваю. И у нас все закрывается. Вывожу ее наизнанку. Вот так у нас получается. И здесь уже прячем ниточку. Закрепляем. И теперь я буду клеить вот такую полубусинку 10 миллиметров по центру кепочки. Можно клеить, можно украсить по вашему желанию, как угодно и чем угодно. Как бы не обязательно так же само полубусинку клеить. Так. Здесь излишки клея. Я их уберу. Все, приклеили. Оставляем сохнуть нашу кепочку. Вяжем штанишки светло-серой пряжей. Набираем 60 воздушных петель. Набрали 60 воздушных петель и замыкаем в кольцо. Вот так. Теперь набираем 2 воздушные петли. Будем вязать по кругу с петлями подъема. Это 2 воздушные петли подъема.
И ряды будем замыкать соединительным столбиком. И дальше мы вяжем 2 ряда по 60 столбиков с накидом в каждом ряду. 1, 2, 3. Ну и так вяжем. Провязали 2 ряда по 60 столбиков. Теперь вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду мы будем вывязывать отверстие для хвостика. Так же самое вяжем столбиками с накидом, набираем 2 петли подъема, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь отсчитываем 12 петель предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вяжем 13-ю петлю. Вот так столбик с накидом провязали. Вот у нас будет отверстие для хвостика. Ну и дальше до конца ряда мы вяжем столбики с накидом. Всего у нас до конца ряда их 45. Один я провязала, мне еще 44 надо провязать. Провязали 3-й ряд. Снова замыкаем наше вязание. Набираем 2 воздушные петли подъема, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше вяжем по петлям воздушной цепочки. Провязываем 11 столбиков с накидом. Провязываем 12 столбиков с накидом. Провязали 12 столбиков по воздушным петлям. И дальше до конца ряда вяжем 45 столбиков с накидом. Провязали 4-й ряд. Теперь вяжем 5-й, 2 петли подъема и провязываем 60 столбиков с накидом по кругу без изменений. Так, провязали 5-й ряд, замкнули вязание, набираем 1 воздушную петлю и провязываем 10 соединительных столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, чтобы у нас вязание остановилось, ну, примерно посерединке вот отверстия для хвостика. И теперь мы будем вывязывать штанины. 1, потом 2. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3. Так, набрали 7 воздушных петель и отсчитываем 30 столбиков. Этот столбик, куда мы провязывали соединительный последний, 10-й, мы его не считаем. Считаем следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ну и в этот, не в 30-й, да, а вот в 31-й мы провязываем соединительный столбик. Вот так. Теперь набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем тут у нас получается 30 столбиков по штанине. В этот же опять столбик, куда мы делали соединительный, с него мы начинаем вязать. Вот я провязала 20 столбиков, а здесь у нас соединительные, да, столбики. Вот мы вяжем по ним. Я вяжу так, чтобы, ну, не за одну петлю, а стараюсь вот за эти 2 петли, чтобы у нас не было потом здесь такой полосочки. Так, провязали. Всего у нас получается 30 петель. И теперь вяжем по воздушным петлям 7 столбиков с накидом. Провязали 7 столбиков. Замыкаем в кольцо, ну, в круг наше вязание. Вот такая у нас получается штанинка. Дальше с 7-го ряда по 10-й ряд мы вяжем 37 столбиков по кругу без изменений. Это получается, мы вяжем 4 ряда ровно. При вязании штанин не забываем примерять, потому что длина может быть разная. Возможно, да, я вот вяжу 4 ряда, кому-то понадобится 5-6 рядов или, возможно, даже 3 ряда длины штанины. Поэтому каждый подбирает под своего гусика. Я вот, например, для первого гусика, да, я вязала, и у меня там получается штанина 9 рядов. Вообще вот от первого ряда и до конца штанины у меня было 10 рядов. У этого гусика я вот сейчас примерила, и мне как бы здесь хватает 4 ряда. Хотя для первого я тут, ну, штанина 5 рядов длиной. Но я оставлю так, потому что очень длинные, чтобы ножку не было видно, я тоже не хочу. Поэтому у меня связано будет всего 3 ряда. С 7 по 9 ряд. Вот так. Вяжем вторую штанину. Ниточку крепим вот здесь у нас. Соединительный столбик был последний. И потом мы набирали воздушные петли. Поэтому ниточку крепим вот к этому столбику. К петлям, которые рядышком. И вяжем 30 столбиков по штанишкам и 7 столбиков с накидом по оставшимся полупетлям от воздушных петель. И так же самое я еще провяжу 3 ряда, потому что вот сама штанина, как видите, да, у меня тут 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Так, примеряем штанишки на гусика, прячем все кончики ниточек и теперь будем вязать лямку. Для лямки я набрала 51 воздушную петлю, но это все зависит от размера вашего гусенка.
примерно вот здесь вот, где у нас идет стык, отсюда я вот так примеряю. Вот. 51 петелька. Потом для 51 петли, ну у вас может меньше или больше, мы еще набираем воздушные петли для петельки. У меня будет 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эти 6 петелек, вот, ну, примерно вот так, да, мы загибаем. Вязать будем столбиками с накидом, поэтому высоко будет. И смотрим, подойдет ли такого размера петелька под вашу пуговицу. Если петелька подходит, тогда получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю петельку, в 7-ю петельку от крючка мы начинаем вязать столбиками с накидом. Вот так. И провязываем столбики с накидом до конца воздушных петель. Вот я пришила лямку, пришила пуговичку. Вначале у меня была зеленая пуговичка, но я решила сделать желтенькую, чтобы у них были разные пуговки. Ну вот, осталось связать бабочку. Вяжем бабочку любым цветом, какой вам больше нравится, подходит. Бабочка у нас состоит из 3 деталей, поэтому будем называть это деталями, да, связали первую, вторую, третью. Первая деталь. Набираем 9 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали 9. Со второй петли от крючка начинаем вязать 8 столбиков по воздушным петлям. Провязали, делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание. И так вяжем поворотными рядами туда-сюда с петлей подъема. У нас должно получиться с вами 11 рядов. Вот первый ряд уже готов. Еще вяжем 10 рядов по 8 петель. Вот такая деталька у нас получается. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем длинный конец. И теперь эту ниточку, ну, пропускаем вот так через петли на серединку детальки. Вот так. Вязали мы детальку снизу вверх, разворачиваем, складываем пополам. Потом эту половинку сюда загибаем, а эту половинку загибаем сюда. И вот такая деталька, как бабочку делаем, да, должна вот так получиться. Это лицевая сторона, а это изнаночная сторона. Вот такая гармошечка. И теперь с изнаночной стороны, даже пусть будет там, если видно на лицо, ничего страшного, все закроется потом. Мы вот так прошиваем. Прошиваем несколько раз, чтобы закрепить такое положение бантика.
Ну вот и все. Ниточку закрепляем и прячем. Первую детальку связали, отложили. Можно ниточку запрятать сейчас, можно попозже. Вяжем вторую детальку. Вторая деталька у нас будет деталькой, которая будет обернута вокруг этого бантика. Я для начала оставляю ниточку, как всегда, чтобы легче было потом ее спрятать. Наберу 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И примерю. Ну, для меня подходит. Оставляю 12 петель, с тем учетом еще, что у нас одна петля подъема. И вяжем со второй петли от крючка. Провязываю 11 столбиков. Провязали первый ряд, делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и вяжем еще один ряд, второй. Так же само провязываем 12 столбиков. Провязали второй ряд, ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя конец для сшивания. Вот вторая деталька готова. Вяжем третью детальку. Бабочки. Для этого нам понадобится гусь, чтобы замерить обхват шеи. Сколько воздушных петель вам нужно будет набрать. У меня здесь 26 воздушных петель. С учетом того, что одна петля будет подъема. Поэтому замеряем под своего гусеныша. И со второй петли от крючка провязываем, ну, сколько вам нужно будет провязать столбиков. Сколько воздушных петель. У меня 26, значит, я провязываю 25 столбиков. Провязали, ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя конец для сшивания детали. Так, теперь прячем ненужные кончики, чтобы они нам не мешались. Самый длинный кончик оставляем, начало прячем. Так же самое здесь и здесь. Берем деталь номер 2, иголочку, и берем деталь номер 1. И деталь номер 1 вот так обворачиваем вокруг детали номер 2. Ой, деталь номер 2 обворачиваем вокруг детали номер 1 и сшиваем. Сшили детальку, а теперь немножко ее вот здесь по краям зафиксировать с деталькой первой и второй. Стежка по 2 с каждой стороны будет достаточно, чтобы у нас она не крутилась и не слетала никуда. Ниточку зафиксировали, запрятали, обрезали. Теперь берем детальку номер 3. И я продену вот так ниточку через воздушные петли и дойду
Ну, примерно до середины этой детальки. Здесь мы будем пришивать бабочку. Кому будет интересно, почему здесь сразу не пришить, да, зачем вот так делать, лично мне так удобнее пришить бабочку по центру третьей детальки и спокойно сзади сшить эту детальку. Поэтому я так делаю. Если вам так неудобно, вы пришиваете бабочку как удобно вам. Теперь пришиваем. Вот у нас лицевая сторона бабочки, перевернули, здесь изнаночная. Вот у нас лицевая сторона, как сказать, ну этого ошейника, да, третьей детали. Лицевой стороной прикладываем к изнаночной стороне бабочки. И вот так вот здесь я пришью ее. Пришью за детальку номер 2. С этой стороны и с этой стороны. Пришили. И ниточку я сюда проделаю. Мы же будем сшивать. Так, берем гуся, примеряем бабочку ему и сшиваем. Вот здесь сзади. Смотрите, чтобы не перекрутилось. Ничего, все было ровненько. Пришили бабочку, ниточку спрятали. И все, наш гусик готов. И такие гусята у меня получились. Еще, кто досмотрел до конца, с ними поделюсь отзывом о пряже софти. Это софти и это софти одинаковые. И метраж, и граммовка, все одно и то же. Но она немножко какая-то другая, разная. Это не такая пушистая, как это. Из-за того, что она пушистее, она намного толще. И вот каких размеров у меня получился второй гусь. Он намного больше. Поэтому, если у вас где-то остался остаток софти, да, и есть другой остаток, смотрите, чтобы они были одинаковые по толщине. Вроде бы я софти покупала, да, у меня покупала сразу 2 мотка. Один моточек у меня куда-то там ушел, и от него осталось что-то, ну, больше половинки. Я связала этого гуся. У меня еще немножко осталось. Думаю, ну начну этого гуся. Начала этого гуся, взяла новый моточек. И, можно сказать, была в шоке, потому что ниточка совсем оказалась другой. Спасибо всем, кто вязал со мной гусика ряженого нашего такого. Кто подписался, кто не подписался. Ничего страшного, приходите в гости и вяжите со мной. Всем мира, добра, до скорых встреч!